Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Вместе с вами в одном из прошлых видео пересаживали вот эту орхидею Лека Фантастик, у нее хорошая корневая система, здесь было немного обработки, все хорошо. Я уже положила сверху мох, первый раз орхидейку эту проливала с добавлением янтарной кислоты. Сегодня ее буду поливать второй раз и буду поливать со средством для наращивания корней орхидеи. Я его применяю для орхидей, у которых хороший корень, как у этой, буквально один раз, для того, чтобы корни пошли скорее в рост, чтобы придать корням силу. И вот смотрите, мы с вами клали здесь сверху камушек, я клала магнит, потому что вот этот корень постоянно норовил вылезти вверх. И чтобы его направить, рост этого корня вниз, я сверху кладу камушки. Вот смотрите, я убираю, сколько прошло, наверное, пару недель, 2 недели, может даже чуть меньше с момента пересадки. Видите, корень уже кору не поднимает, хотя в видео, где я ее пересаживала, я никак не могла уложить, корень постоянно вылазил вверх, и эта кора, она падала, я ее вот так прижала магнитиком, но пусть еще полежит. Я обычно на месяц-два оставляю полежать камушек тяжелый, чтобы корень шел и рос вниз. И смотрите, сегодня мы эту орхидейку польем, как я сказала, для наращивания корней. Для этого вынимаю из кашпо, у меня вот все орхидеи стоят в вазонах над водой. Переставляю в глубокую миску для полива, потому что если буду поливать прямо в этом вазоне, вы понимаете, какой будет расход средства внизу, очень большой. Поэтому для экономии переставляю. Берем воду. Воду я использую прокипяченную и теплую, то есть она у меня остыла. И для наращивания корней орхидеи буду использовать вот такой препарат циркон. Сразу расскажу аналоги, если у вас нет препарата циркон. По сути, это выдержка из эхиноцеи. Поэтому поищите на прилавках магазинов своих препараты, которые могут называться по-другому, но там будет написано что-то типа корнеобразователь, видите? Для корнеобразования, корневин, для роста. И смотрите, чтобы в составе была выдержка эхиноцеи. Это будет аналог вот этого препарата. Здесь идет одна ампула, сейчас покажу. Это одна ампула на 1 мл. 1 мл хватает на 10 литров воды. Естественно, мне так много не надо. А на 1 литр воды, следовательно, идет 1/10 часть миллилитра. Ну вот видите, я уже набрала 0,1 на литр воды. Добавляем, у меня лейка чуть меньше, поэтому я даже добавлю чуть-чуть меньше, оставлю. Всегда вот удобно использовать вот эти шприцы, чтобы отмерять мелкие дозировки, очень-очень удобно. Так, вот так добавляю, чуть меньше мне надо, все не выдавливаю сюда, и все, и теперь можно поливать этим раствором. Поливаем, как всегда, при любом поливе по краю горшка. Кстати, обратите внимание, так вот хорошо вовремя вспомнила, пока не залила. Корни у меня у орхидеи не особо сухие. Видите, я орхидеи поливала вчера, то есть прошло у меня где-то, да, сутки, даже можно по времени сказать, чуть меньше у меня прошло, и я поливаю орхидейку. Не по сухим, а по влажным корням, вот таким образом по краю горшка. Полностью буду заполнять вот эту нижнюю емкость, ну, набираю где-то 2/3 от самого горшка, где-то вот до сюда водички будет. Сейчас посмотрим, насколько... Ой, магнит упал. Возвращаю магнитик. Хочу на другую сторону развернуть орхидею и пролить, вот, видите, чтобы кора и с этой стороны. Кора новая, грунт еще новый, не влагоемкий. Видите, вот я даже проливаю по коре, и оно прям стекает с нее. Сейчас покажу. Видите? Ну вот, видно, что все стекает. Пока еще кора новая, очень долго, видите, не вот. Где лью водичку, там кора мокрая, и вот так она просто стекает с этой коры. Кора еще плохо впитывает и держит влагу. Поэтому обычно новые орхидеи надо почаще поливать и подольше держать вот в водичке. Прошло где-то 10 минут у меня. Достаю, водичка стекает, видите, здесь кора, которая в воде была, она видно, что она влажная, напитана, а вот кора чуть выше, хотя через нее лилась водичка, видите, она в принципе-то сухая, вот эта вся кора сверху. Ну вот поэтому я еще и мох сверху укладываю после пересадки. Так, возвращаю в вазон эту орхидейку. Вот так она у меня дальше стоит, сверху мох получается, снизу водичка. Что касается дальнейшего ухода, у этой орхидеи была хорошая корневая система.
Никакого специального ухода, отдельного не надо. У меня есть другая орхидея, которую я при пересадке обрезала очень много корней, я вам показывала, потому что была посажена в экспериментальный грунт, в котором она, по сути, задохнулась, и все корни там, они высохли. Вот там мало корней, и там есть особенности в уходе за орхидеей после пересадки, потому что надо орхидейку спасать, восстанавливать тургор, наращивать корни. Ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео. У этой же орхидеи, вы видите, все хорошо, отлично корневая, тургор после пересадки, да, сколько прошло. Лист продолжает расти. Во время пересадки он был поменьше. Кому интересно, тоже перейдите, посмотрите пересадку этой орхидеи. На ее примере я показывала идеальную пересадку орхидеи со всеми этапами, как, что нужно делать. Поэтому все. Эта орхидея дальше будет поливаться так же, как и остальные орхидеи. Вот я буду использовать для нее вот такое комплексное удобрение. У меня Бонафорте. Использовать можно любое комплексное удобрение для полива орхидей. Пока после пересадки первый месяц-два точно будет просто комплексное удобрение. Когда я увижу, что корни осваивают хорошо грунт, то начну поливать эту орхидею удобрением для цветения. Но сразу стимулировать орхидею на цветение, конечно же, нельзя. Она должна хорошо окрепнуть и прижиться в этом грунте. Корни должны пойти в рост. Пока корни не в стадии роста. Ну, здесь уже, конечно, все сверху закрыто. Грунт мокрый я не покажу, но вот этих кончиков ярких салатовых, которые говорят о том, что орхидея сейчас растет, находится в стадии роста, нет. Плюсом то, что орхидея сейчас в движении, а не в стадии покоя, видите, лист растет. Про стадию покоя много раз уже говорила, подчеркивала, но все равно поступают вопросы в комментариях. Стадия естественного покоя длится 3 недели после того, как орхидея отцвела, когда упал последний цветок. Это 3 недели естественная стадия покоя. Все остальные стадии покоя, они называются вынужденными, и надо искать причину, по которой орхидея не растет, а находится в вынужденной стадии покоя. После пересадки, понятное дело, нужно время для того, чтобы орхидея адаптировалась и начала осваивать этот грунт. Но опять же, здесь есть особенности для орхидей, зависит от того, с какими корнями она была пересажена. Если замечательные корни какой-то орхидеи, вы увидите, насколько быстро пойдут корни в рост. Если же корней было много обработки, были гнилые, сухие корни, то там, конечно, будет чуть помедленнее, потому что орхидеи надо наращивать корни, и там силы будут идти на рост корней. Конечно же, в это время стимулировать орхидею на цветение, поливая тем же калием или комплексным удобрением, которые существуют для цветения орхидей, не стоит. Вот такие беспроигрышные просто комплексные удобрения, где азот, фосфор и калий, замечательно. Орхидея полноценная получает питание. По-моему, здесь еще янтарная кислота, если не ошибаюсь. Нет, не в этом. Это янтарная кислота в другом удобрении, перепутала. Они замечательно подходят для полива орхидей в этот период. Пишите еще свои вопросы в комментариях, а всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!